Здравствуйте, господа! Сегодня у нас, как всегда, по вторникам вебинар «Путь к здоровью» с Андреем Дуйко. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Как всегда, по вторникам я отвечаю на ваши вопросы, которые связаны с состоянием здоровья и так далее. Сейчас очень много людей, которые живут, постоянно испытывают очень негативные состояния, связанные с легочным аппаратом и аллергией. Это связано как раз с тем, что в начале августа обычно появляются палитозы, и они связаны с цветением амброзии. Это такое бедствие. Прямо сегодня ехал на машине, но нет мест прямо ни в городе, ни вдоль дороги, где не было бы амброзии. Амброзия — это, конечно, бедствие, и, конечно, сейчас у людей появляются очень тяжелые состояния, которые связаны с аллергиями и реакциями на аллергии. И, конечно, это проявляется в виде отягощенного дыхания, чихания, отека, даже каких-то аллергических таких, может быть, бронхитов и ухудшение состояния дыхания, боль за грудиной плоскости, увеличение лимфоузлов в шейном отделе, в средостении. И, конечно, это все может сказываться на общее плохое состояние, которое вы испытываете. Хочу еще раз сказать, что, как правило, есть универсальные такие, наверное, методы, помимо антигистаминных препаратов, универсальные методы, которые могут помочь вам очень справляться с аллергиями. В свое время данный метод не придуман мной, в свое время мне его посоветовали, и я его успешно применял. Могу сказать, что состояние мое стабилизировалось, в дальнейшем аллергия перестала появляться. Что это за метод? Это нетрадиционный метод использования обычной воды. Берется на 2 литра воды. Я, кстати, ранее рассказывал об этом в своем совете. И берется 2 литра воды, добавляется 1 столовая ложка соды и 1 чайная ложка соли. И принимается на протяжении дня сколько сможете. То есть 1 стакан, 2 или 5, это не имеет особого значения. Обычно человек принимает не менее 7 дней, не более 10 дней. Если принимать более, тоже ничего страшного, никаких противопоказаний при этом не существует. Такое количество соды и такое количество соли не вредят человеку, это совершенно безопасно, но очень улучшают состояние и реакцию на появление палатозов в том числе и аллергенов каких-либо. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Кстати, видео, которое я записывал, где я говорил о том, что пурины и мочевую кислоту можно снизить при помощи нашатырного спирта, получила большое количество просмотров, где я увидел огромное количество людей, которые возненавидели меня за это и написали, что таких людей, как я, необходимо прямо срочно убивать, вылавливать и издеваться над ними болезненно, заставляя их страдать. И что этого ни в коем случае нельзя пить, потому что это является ядом и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, что вы напрасно меня ругаете. Это связано с тем, что у нас действительно нашатырный спирт применяется перорально. Доказательства: капли, которые называются анисово-нашатырные, используются при бронхите, используются как откашливающий препарат, используются при заболеваниях дыхательной системы, даже при эмфиземах, там, я знаю, его назначают. Так вот, можно вместо нашатыря использовать конкретно данные капли. Улучшает кровообращение в легких, написано в аннотации к данному препарату. И объяснено, почему этот препарат можно применять и как он способствует откашливанию. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как писать гневные просто какие-то и бешеные письма о том, куда я должен пойти, зачем мне это необходимо сделать, изучите, пожалуйста, более глубоко информацию. Ну и не надо гадостей. Знаете, я вас понимаю, вы получили информацию, она, скорее всего, поверхностная. Также я хочу сказать, что да, действительно, аммиак, как ни странно, имеет способность и имеет ярко выраженное противоокислительное действие. Поэтому возьмите и проведите дома такой эксперимент. Возьмите скисшее молоко и добавьте в него 1-2 капли нашатырного спирта. И через какое-то время вы можете увидеть, что скисшее молоко вновь станет обычным молоком.
Почему это происходит? Потому что одна из способностей нашатырного спирта заключается в том, что он восстанавливает молочные продукты и устраняет как раз молочную кислоту, а в нашем теле свободно и способен устранять процессы появления оксалатов и пуринов. Именно поэтому вот так это может действовать. И я говорю, что 1-5 капель нашатырного спирта на стакан воды — это гораздо проще и гораздо щадяще, и гораздо, наверное, экологичнее, чем употребление 20 граммов алкоголя, какого-либо причем. Ну и давайте я сегодня отвечу на ваши вопросы. Большое вам спасибо, что вы участвуете в моих вебинарах. Мне очень приятно в целом. Хочу, чтобы вы обратили внимание вот на данное объявление, которое я опубликовал. Вы, наверное, видите, написано «Сали минус 15%». Это говорит о том, что прямо сейчас на моем сайте, кстати, на который вы можете перейти прямо по ссылке, а здесь нет ссылки, да, есть aduiko.com, то есть есть support e-mail. Если убрать support и собачку, то aduiko.com — это название сайта. Если прямо сегодня и прямо сейчас перейти на данный сайт, то вы сможете получить сезонную скидку в размере минус 15% на представленные в этой акции препараты. Сегодня несколько слов хотелось бы сказать о новинке. Новинкой является наш препарат, который называется Кардицепс. Так и я пришел к Кардицепсу. Почему я решил это сделать? Есть уникальная информация, такая удивительная. Когда-то ученые исследовали влияние Кардицепса, и один из пациентов, который работал вместе с группой людей, которые исследовали влияние Кардицепса, болел заболеванием рассеянный склероз. И применение препарата Кардицепс улучшило заметно его состояние, и после чего задумались, почему это происходит. Всем известно, что Кардицепс — это необычный гриб. Он выделяет нейротоксин, который блокирует формирование или передачу нервных импульсов в микронасекомом. И насекомое поднимается высоко на дерево или там каким-то образом программируется и способно подниматься там высоко, и после этого данный гриб, он начинает спароваться и начинает или продолжает свою активность, таким образом влияя на это насекомое и фактически на нем развиваясь. И развивая данную тему, было обнаружено, что в самом теле Кардицепса находится определенное вещество, маркер, которое способно выявлять процессы появления микротрещин на нервных тканях и способно выявлять и дифференцировать. И в дальнейшем наш организм, он способен на это обращать внимание. И вот такие исследования были проведены. Оказалось, что да, действительно, применение Кардицепса в дальнейшем или длительное применение Кардицепса способно улучшить состояние человека, у которого есть послеинсультные поражения мозга. Есть, допустим, ишемический инсульт мозга, и у человека происходит реабилитация. Поражение сетчатки, синдром, допустим, боковой амиоспатический склероз или повреждение мозга, демиелинизация мозга на фоне рассеянного склероза, поражение сетчатки, поражение хрусталика, поражение позвоночника, поражение позвоночного столба, листозы, появление грыжи Шморля, послеинфекционное обострение на фоне энцефалита или боррелиоза и так далее. То есть любые поражения нервных тканей, оказывается, способно устранять, опять-таки, не глобально, но заметно улучшать состояние при применении высушенного экстракта гриба Кардицепс. Очень много говорится о том, что, читая аналогичную литературу, очень много и очень широко говорится как раз о его общем воздействии на организм. То есть говорится о том, что влияет на щитовидную железу, улучшая аутоиммунную пероксидазу щитовидной железы, улучшает иммунитет, в общем, воздействует на формирование, в том числе и
клеток иммунитета, и формирования белков иммунитета, и формирования иммунных клеток, интерферонов. Есть информация об улучшении состояния легких, улучшении состояния поджелудочной железы, улучшение состояния желудочно-кишечного тракта, улучшение состояния опорно-двигательной системы, улучшение состояния почек. И есть прям целые исследования, которые вот широко применялись и исследовались на территории КНР. И в азиатских странах, ну, есть и немецкие исследования. Но самое уникальное, это, конечно, сейчас уже как бы научный мир говорит о том, что да, в действительности наилучший, наверное, самый выраженный эффект применения данных препаратов как раз происходит при нарушении, допустим, каких-нибудь синергий или там дофаминовых мостов. У человека есть дофаминовые мосты, это мезолимбический, мезокортикальный, нигростриальный и как-то там, не помню, называется. Тубероинфундибулярный, точно. И вот нигростриальный путь, это как раз связан с тем, что у человека там дергается лицо. Мезолимбический как раз связано с тем, что у человека могут происходить тяжелые затяжные депрессии. Мезокортикальный может быть связан с появлением шизофрении или панических атак. И тубероинфундибулярный может приводить к тому, что у человека появляется оцепенение, появляется фокальная дистония, даже судорожная активность. И говорится о том, что да, в действительности применение гриба кардицепс может восстанавливать и мягко влиять на общие системы наравне с нейромедиаторами, которые применяются широко, и даже препаратами, которые регулируют эти процессы. То есть есть целый ряд исследований, которые говорят, что хорошо применять кардицепс совместно с препаратами, дополнительно с препаратами сироквеля или квитерона при лечении маниакально-депрессивного психоза, с аминозином при лечении шизофрении или с применением каких-либо препаратов, ну, допустим, гамма-аминомастная кислота при применении активности, неконтролируемой активности дистонии. Поэтому очень рекомендую. Я очень долго искал, как же выбрать и где же приобрести лучший. Хорошо, что есть у меня прямые контакты с теми людьми, которые собирают, которые сушат и которые смотрят за тем, чтобы данный экстракт был высокого качества. Поэтому очень рекомендую. Можете перейти сегодня на наш сайт и получить на покупку данного препарата кардицепс вот такую огромную скидку, минус 14%. Надеюсь, интересно было. Валентина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Помогите спасти от пристрастия к спиртному сына Вадима. Нет, зайчики. Я, к сожалению, ничего не могу сделать. Дело в том, что если назначить им какие-либо препараты, пить они не будут. А что вы от меня хотите? Я же не Иисус Христос, знаете. Я не могу наложить руки и на расстоянии помочь, чтобы запросто они перестали пить. Нет, скорее всего, это мне не посильная задача. Я ничего не смогу сделать. Валентина Бондар. Андрей Андреевич приобрела аскорбиновую кислоту, порошок и никотиновые кислоты. Как их правильно принимать? От никотиновой начинает все внутри гореть, так как будто крапивой жалит. Еще принимаю пепсин и силокс. Нет, никотиновую кислоту и аскорбиновую кислоту в порошках вам принимать точно не нужно. Есть определенные дозы или дозировки. Никотиновая кислота не больше 40 микрограмм один раз в день и желательно перед сном. А вот аскорбиновую кислоту можно применять в виде больших дрожжей, такие продаются, 1-2 дрожжа в день, разжевывая, запивая водой. Не нужно мегадозы. Не делайте этого. Мегадозировки, они не всегда полезны. И действительно,
У очень многих людей первое применение пероральной никотиновой кислоты может вызывать аллергическую реакцию. На самом деле это объяснено, потому что никотиновая кислота является мощнейшим вазодилататором и расширяет сосуды, которые находятся на поверхности кожи. Это приводит к тому, что появляется ощущение гиперемии. Но эта гиперемия может быть такая огромная, то есть общая, в виде отека. Не стоит этого бояться. Это не является аллергической реакцией на никотиновую кислоту. В медицине доказано, что аллергических реакций на применение никотиновой кислоты не бывает. А то, что человек ощущает, называется гиперемия кожных покровов на фоне применения никотиновой кислоты. Этот процесс называется вазодилатацией, то есть расширение самых узких сосудов, которые покрыты ваше тело. Это и является основной задачей. И, конечно же, применение никотиновой кислоты является уникальным, наверное, методом при лечении, в том числе атеросклероза. Очень напрасно закинули никотиновую кислоту, и на нее никто не обращает внимания. Очень зря, потому что в действительности никотиновая кислота уникальный препарат, который участвует как раз в формировании миелиновой оболочки нервных окончаний и связан с проводимостью нервных рецепторов. Особенно важно для тех, кто болеет заболеваниями, допустим, атеросклеропатия нижних конечностей, диабетическая стопа на фоне диабетического атеросклероза конечностей. Поэтому, если вы купили непроверенную, непонятного происхождения какую-то никотиновую кислоту в порошках, выкиньте, не принимайте. Делать этого не нужно, принимайте это в правильной дозировке уже, в правильном виде. Также никотиновую кислоту ни в коем случае не нужно принимать на голодный желудок. Любое слово «кислота» подразумевает, что это может приводить к появлению высокой кислотности в желудке, и это чревато повышением кислотности. Поэтому будьте любезны, не обжигайте свой ЖКТ и не мучьте себя. Мягче с собой, без маниакальных состояний. Валентина Бондар. Андрей Андреевич, приобрела аппликатор, лежу 2 раза в день по 30 минут, при этом включаю гипносессию Дуйко. Супер. Лечение и исцеление позвоночника. Правильно я поступаю? Слово «правильно» здесь, оно не является правильным, потому что вы считаете, что гипнотическая сессия Андрея Дуйко является панацеей, допустим, от заболевания листоза или грыжа, или протрузии дисков. И думаете, что это является панацеей. В целом я хочу вам сказать, что все неоднозначно. Во-первых, гипносессия, она создана для тех, у кого есть, наверное, по моему мнению, предрасположенность к гипнотическим сессиям, вхождением в транс. Второе, самое лучшее, что вы делаете, это то, что вы лежите по 2 раза в день по 30 минут. Ну и как здесь проверить вообще, вам помогает это или нет? Вы должны мне сказать. Если вам это помогает, значит продолжайте это делать. Если не помогает, не продолжайте. А там, если вы лежите и слушаете, на самом деле это неправильно. Потому что гипносессия, она подразумевает, что вы будете расслабляться, слышать мои установки, сугестии. А вы, наверное, не сможете это сделать, так как вы будете находиться на аппликаторе и вам это будет мешать. Наверное, не делайте этого. Делайте отдельно. Лежание отдельно. Вы что, время экономите? Вы очень занятой человек. Аннушка, здравствуйте, Андрей Андреевич. Помогите, в чем причина моих недомоганий? Очень плохо, трусит, слабость. Может, вы можете просмотреть. С удовольствием. У вас, скорее всего, анемия. У вас, скорее всего, анемия, и формируется еще и заболевание сейчас, скорее всего, вирусного происхождения. Возможно, формирует сейчас бронхит, еще при этом анемия и общая слабость. Может быть аденовирус, может какой-либо другой вирус. И поэтому вам вот так плохо. Ну и помимо всего прочего, вы должны знать, что и кровь необходимо сдать, и обратиться, наверное, к терапевту. Возможно, сейчас развивается вирус. Чем можно сейчас противостоять вирусу? У нас есть противовирусные препараты. Это ацикловир, гропринозин. Там их очень много есть в аптеке, АЦЦ.
АЦД 2. Еріка Велика. Доброго дня, шановний Андрій Андрійович та гості вебінару. Доброго. Підскажіть, чим лікувати дерматит? Дерматит может быть аллергический. Дерматит обычно может быть связан с какими-то процессами, происходящими в печени. Очень часто у нас дерматит может являться аллергическим. Сейчас как раз время дерматитов. Какие самые простые способы лечения дерматита? Самые простые способы лечения дерматита — это купание в воде соленой, то есть просто соленая вода. Второе — применение витамина D3. Применение витамина D3 улучшает состояние при дерматитах. Есть препараты, которые могут снять воспаление и зуд, который возникает при дерматитах. В случае, если дерматиты у вас активные и они имеют диагноз какой-либо, допустим, псориаз или экзема, то лечится по-разному. Считаю, что прежде всего необходимо все-таки показать дерматовенерологу, для того, чтобы поставить и установить правильный диагноз, сказать, когда был дебют, как долго вы этим болеете, для того, чтобы поставить правильный диагноз. Вот с правильным диагнозом можно обратиться ко мне, и я в дальнейшем скажу, что делать. Однозначно, когда у человека появляются любые дерматиты, при любых дерматитах необходимо сразу же убирать соль и соду. И крахмалы. То есть это однозначно. Вот смотрите, при дерматитах любой формы ни в коем случае не ешьте крахмал кукурузный, крахмал картофельный и крахмал пшеничный. То есть такие блюда, как белый хлеб с картофелем пюре и кукурузной мукой, там мамалыга или еще что-либо, вам нельзя. Также не пересаливайте, а постарайтесь на длительное время убрать вообще соли. Дело в том, что у людей, у которых появляется дерматит, если исследовать их на неинвазивном анализаторе крови АТП-1, то оказывается, что практически у каждого человека, у которого есть любые высыпания на теле, у таких людей есть одно и то же появление высокого хлора в организме. А хлориды, они обычно возникают как раз на фоне повышенной кислотности. А повышенная кислотность — это и аллергены, и это наша реакция на аллергию, наша реакция на стрессы, наша реакция на алкоголь, наша реакция на крахмалы. И поэтому вот такое подавление, уменьшение употребления соли может заметно улучшить общее состояние. Народные способы, чем мазать для того, чтобы не было дерматитов таких. Может быть нейродермит, опять-таки, все что угодно может быть. Но купание в соленой воде супер помогает. Нужно искупаться в соленой воде или даже небольшое количество магнезии можно принимать. Это тоже снижает зуд и сыпь. Небольшое количество магнезии — это буквально на кончике ножа принимать, рассасывая 1, 2 или 3 раза в день. Дерматиты, они могут быть от чего угодно. Это могут быть нейродермиты, экземы, аллергические реакции тела. Это могут быть лишаи, дерматодекозы, дерматозы. Это может развиваться псориаз какой-либо ногтевого ложа или что хотите. То есть это может быть бесконечное количество заболеваний. Микозы могут быть. Наверное, ничем не подскажу. Хотелось бы. Практически все абсолютно не очень активные дерматиты лечатся, если их, сложно сказать, если их смазывать АСД 2 фракция. В аптеке ветеринарной продается. В случае, если не помогает, то можно смазывать, знаете, в народе берут иву, ее кору и вот эти не листочки, а прутья, их, чтобы они обгорели, и на них появляется такая штучка, как держат над огнем, и на них появляется такая штучка, как пенка. И вот собирает вот эту жидкость пенящуюся и ею смазывают. Точно так же с осины можно. Еще есть такой способ, помогает от экземы. Можно взять грецкий орех, 1 или 2, положить в духовку и сжарить так, чтобы он почернел. Чешуя, шкурка, чтобы все почернело, ядро. И потом из него сделать порошок, добавить туда рыбье
рыбий жир и смазывать дерматиты. Кстати, очень хорошо помогает, особенно деткам. Алла Бивзюк. Андрей Андреевич, есть ли объяснение поведения дефекации после каждого приема пищи? Да, это синдром раздраженного кишечника. Если ее нет, начинается помешательство в полном смысле. Тоже имеет объяснение. Инвалид с детства, прием нейролептика. Это правильно, нейролептик ни в коем случае не отменяйте. И что необходимо сделать? Смотрите, для того, чтобы убрать синдром раздраженного кишечника ребенку, необходимо давать ему пепсин. Далее давайте ему ксилокс, пепсин. Возьмите, есть очень хорошая настойка, она называется настойка календулы. Давайте настойку календулы. 1 столовая ложка на стакан воды, чтобы пил такую водичку. Давайте мой препарат ксилокс по 1-2 таблетки 1-2 раза в день. И давайте ему валерьяну капли, просто обычную валерьяну. Она очень эффективна как раз при синдроме раздраженного кишечника, особенно во второй половине дня. А вы знаете, что если у вас плохой запах из рта, галитоз, то вам поможет обычная настойка валерьяны. Не в таблетках, а валерьяна в виде настойки. Но одна из особенностей вот в чем. Принимайте ее на ночь. Принимайте ее на ночь небольшими дозировками. Можно ее прям в виде капелек принимать с водой. Аптечная дешевле всего и проще всего и легче всего. Вообще витамином В1 и обычной настойкой валерьяны можно вылечить все заболевания нашего ЖКТ. Запоры, расстройства и так далее. Вы знаете, что вот лицо дергается, там неврит лицевого нерва, невралгия, там неврастения, язва желудка, заболевания печени, эндометриоз, эндометрит, дистрофия миокарда, такое тоже бывает, дерматозы, экземы и даже псориаз, они поддаются лечению, если человеку давать витамин В1, тиаминогидрохлорид. В нашей компании он продается, попринимайте, вы будете в восторге. Часто, когда витамина В1 не хватает, у человека появляется раздражительность, тяжелая такая форма утомляемости, потеря аппетита, нарушение сна, снижение массы тела. Я рекомендую всем, у кого есть, там, долго лечите артрит, допустим, или полиартрит, или там, астению, хронический алкоголизм, там, да будь что вообще. Давайте витамин В1. Давайте витамин В1. Во-первых, человек заметно улучшает свое самочувствие, очень хорошо начинает выглядеть, очень хорошо начинает себя чувствовать. В нашей компании есть витамин В1. Рекомендую. Вот вы писали, Андрей Андреевич, чем вылечить дерматиты? Витамин В1. А чем помочь алкоголику? Тоже витамин В1. По 1-2 таблетки, 3, можно даже более раз. Совершенно безопасно. Есть препараты с витамином В1, продаются в аптеке в том числе. ТС. Уважаемый Андрей Андреевич, пишу 3-й раз. У меня хеликобактерная инфекция, запоры, слабость. В голове что-то происходило, пролечилось. Антибиотиками пролечилась. И сидела на сырой еде. Стало легче, что посоветуете? Хеликобактер лечится 3 стадиями или 3 путями. Вначале назначают антибиотики, после чего восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта. В самом конце дают сорбенты. И в самом конце это восстановление иммунитета. То есть вот так вот попить антибиотики и вылечиться, и при этом поголодать вылечиться, так не получится. Это сложное заболевание, это инфицирование данным заболеванием. И нужно лечить в 3 этапа. Обычно вот такие 3 этапа, они существуют. Можно ли вылечить другими этапами? Можно, но дороже. В моей компании есть препарат, он называется Лизоцим Экстра. Это жидкий такой препарат. Такой же есть в виде таблеток, Лизоцим Экстра в таблетках, 1000 мг. Это препарат мурамидазы. Так вот, энтероколи, она как раз может помочь человеку справиться. Хеликобактер пилори, энтероколи, это все поддается лечению лизоцимом. Лизоцим необходимо принимать следующим образом. 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2 раза в день на протяжении где-то 2 недель.
После чего восстанавливать и устранять процессы, как бы восстанавливая кишечник. Для этого применяется жидкий каолин, 1 чайная ложка 3 раза в день, и препарат Ксилокс по 2 таблетки 3 раза в день. И после этого восстановление иммунитета препаратом Иммуногранд или препаратом можно еще Бактомакс. Либо еще такой есть препарат, называется бетулиновая кислота. Можно и первым, и вторым, и третьим. Восстановить работу ЖКТ и справиться с инфекциями поможет лизоцим. Экстракт железняка — это великолепные препараты, и сорбент, и ксилокс. Вот попробуйте это. Ну, я же знаю, что, наверное, вам очень сложно. Но вот так вот сказать, что Андрей Андреевич, посоветуйте что-то, не имею права. У меня потом появляются неприятности, появляется очень много людей, которые говорят, что вас нужно лечить, и лечение ваше должно происходить в больнице. Поэтому I'm sorry, мне бы хотелось вам помочь, но я не могу назначить. Можно было бы назначить. Есть препараты различные, которые назначают при данном заболевании. Но раз уже вам поставили данное заболевание, давайте пусть вас лечит доктор. Также витамин В1 тоже очень рекомендую. У сына экзема на руке, ничего не помогает. Вот сказал уже, сейчас можете взять орех обычный грецкий, запеките его до черного цвета, растолките, смешите его с рыбьим жиром и пусть смазывает. АСД 2 фракция. Можете пользоваться. Леся Барановская. При частом стуле принимать Ксилокс, пепсин и железняк одновременно. Или по очереди, нет, одновременно. Также очень хорошо настойку валерьяны, помните, я об этом говорил, а также очень хорошо настойку календулы. Почему календулы и почему валерьяны? Валерьяна очень успокаивает деятельность нашей поджелудочной железы. Наша поджелудочная железа, она имеет очень сложную работу. Она выделяет ферменты поджелудочной железы, это липаза, амилаза, панкреаза. И, конечно же, может формировать глюкагон или формировать инсулин. Это уже белковые соединения. И реагирует на то, что в желудке появляется соляная кислота, формирует пепсин, формирует трипсин и так далее. То есть это очень сложный процесс. И очень часто как раз гиперактивность или недоактивность нашей поджелудочной железы приводит к тому, что желудок начинает очень страдать. Кто или что влияет на хорошую деятельность поджелудочной железы? Вы знаете, если давать одни ферменты, то ухудшится выделение других ферментов. Очень часто такое бывает, что применение амилазы ухудшает другое выделительное состояние, а применение инсулина ухудшает общую деятельность поджелудочной железы, и ухудшает выделение трипсина и так далее. И это очень частое явление. У нас нету в медицине даже понятия такого, как восстановление поджелудочной железы. И ее лечение, оно специфическое, обычно применение крионов и применение каких-то ферментов. Но есть же препараты, которые сделаны из экстрактов растений, которыми можно поддерживать поджелудочную железу. Среди этих препаратов в моей компании есть панкрисорб. Обязательно, что бы ни происходило с вашим желудочно-кишечным трактом, на первое место всегда ставьте поджелудочную железу. Она царица всего остального, и она регулирует все процессы. То есть, что бы ни происходило у вас с вашим желудком, с вашей двенадцатиперстной кишкой или с вашим желчным пузырем, без восстановления предварительного поджелудочной железы сделать что-то со всем остальным будет чрезвычайно сложно. Но чуть-чуть улучшив состояние поджелудочной железы, все остальное в дальнейшем лечению поддается, и лечение будет легким. Мы же в нашей медицине не рассматриваем поджелудочную железу. Это железа, в общем-то, что на нее обращать внимание, если инсулин в норме.
Если индекс НОМа в норме, то не будем на нее смотреть. На самом деле очень много есть проблем, которые связаны у нас как раз с тем, что поджелудочная железа неправильно функционирует. Она должна и выделять и секрет, и панкреазы, и так далее. То есть она активно работает и многофункциональна. И островки Лангерганса должны быть задействованы, они не должны отмирать. И есть различные, сейчас есть островки Коха. И есть много исследований, множественно, и там говорят, что в действительности нужно что-то, что может поддерживать всю общую функциональную деятельность поджелудочной железы. Но она очень реагирует хорошо на применение лекарственных растений, если они для нее подходят. Вот среди лекарственных растений есть такие растения, которые в действительности очень нравятся нашей поджелудочной железе. Я из этого сделал препарат, он называется Панкресорб. Прямо очень-очень вам советую применять. И при частом стуле, да. Смотрите, если частый стул на протяжении 1 месяца или 2 месяцев не восстанавливается, то необходимо обращаться к энтерологу, гастроэнтерологу. Почему? Возможно, это обострение, возможно, это появление заболевания или дебют заболевания, неспецифический язвенный колит. Очень часто так бывает, что не лечение неспецифического язвенного колита может привести в дальнейшем к обострению, и потом нужно будет принимать глюкокортикоиды. И это уже такие потом сложные процессы, которые нужно лечить потом долго. Поэтому если там 1-2 месяца попробовали препараты, великолепного хорошего результата нет, применили там валерьяну, календулу и так далее, ничего не получается, ничего не проходит, то после этого смело идите к гастроэнтерологу и сдавайтесь. Саша. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня к вам большая просьба. У меня редкое заболевание нейрофиброматоз, осталась надежда только на вас. Я, насколько знаю, сейчас у нас в назальной классификации нейрофиброматозов уже появилось еще и 6-е, 7-е и даже, по-моему, 6-я, 7-я классификация. То есть есть нейрофиброматоз 1-й степени, есть 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Там от 6-го и дальше это связано уже с большим количеством появления этих узелков нейрофиброматоза. Обычно нейрофиброматоз — это появление узелков и в дальнейшем разрастание этих узелков. Что-то это может влиять. Обычно это имеет эстетический такой характер и, конечно, не нравится, особенно мужчинам, особенно в неудобных местах и так далее. Что можно с этим сделать? Мы, скорее всего, вот я персонально, ничем не смогу помочь, хотя сейчас скажу, какие есть исследования нейрофиброматоза. Но я знаю, что можно устранять это, первое, лазером, и второе, есть криовлияние, криодеформации. То есть можно попробовать использовать криодеформацию в ходе лечения нейрофиброматоза, а можно использовать лазер. И первое, и второе очень широко используются, и я видел действительно просто великолепные, очень хорошие результаты. Но из-за того, что это заболевание, оно является генетическим, и фактически аутоиммунным, то можно сказать, что есть ряд исследований, которые гипотетически подразумевают, что деление клеток, которые нейрофиброматозных клеток, появление их доброкачественных новообразований способны в дальнейшем прекращаться. Такие исследования есть, и они говорят, что если их маркировать, и самое интересное, они предлагают их маркировать веществом, которое называется бетулиновая кислота. Почему? Бетулиновая кислота приводит к появлению апоптоза любых новообразований доброкачественных и злокачественных клеток, особенно если они имеют мелкую форму деления. И это очень эффективно при лечении как раз таких заболеваний. Как ни странно, в действительности на сегодняшний день есть исследования, которые говорят, что актуально применение препарата бетулиновой кислоты совместно с витамином В1 при лечении как раз заболеваний нейрофиброматоз. Исследования предоставлены, насколько я помню, мексиканской
медицинской компании. И есть ряд таких исследований, которые проводились, по-моему, институтами Парексели, 3М, Байер, наверное. Байер, наверное, нет. Но есть такие исследования. Я их встречал, как раз вот, которые связаны с фиброматозом. Можете попробовать, знаете, на пути к своему здоровью все средства хороши. Я вас понимаю, вам хочется как бы внутри справиться с данным заболеванием, но оно формируется из-за генетических обусловленностей, и устранение этого деления возможно при маркировании. Бетулиновая кислота может маркировать опухоль, выявлять опухоль, и организм с ней справляется путем апоптоза, то есть выявлением и ее устранением путем отключения, а она просто засыхает. Да, и такие сейчас методы лечения бетулиновой кислоты есть. Наталья Калинина. Здравствуйте, Андрей. Андрей, чем победить седалищный нерв? Уже много лет лечусь всякими методами. Самый простой способ — это натирание нашатырным спиртом. Правда. На живот при этом прикладывать в нижнюю часть ниже пупка теплую грелочку перед самым сном. Почему болит седалищный нерв? Седалищный нерв, как правило, болит на фоне того, что у человека и дальше никогда не узнаете. Потому что обычно аналогию не проводят, но объяснение дает тибетская медицина. Там написано, что если болит седалищный нерв, то это переизбыток желчи в желчном протоке и переизбыток желчи в печени. Поэтому они говорят, что выведите лишнюю желчную, это болезнь, там говорят, это болезнь Пекина, то есть это печени по-русски, и болезнь поджелудочной железы, то есть железы королевы и Пекина. И говорят, что найди растения или травы, которыми полечить печенку, и полечить желчные протоки, и полечить поджелудочную железу. Что необходимо знать? Первое, никакого алкоголя. То есть, если человек хочет, чтобы его копчик перестал болеть, он должен знать, никакого алкоголя тотально нельзя принимать. Второе, принимать витамин К2, потому что застой происходит на фоне самых мелких сосудиков, и оно приводит к тому, что там появляется как бы вот такое заболевание. Лежание на аппликаторе Лепко каждый день перед самым сном не менее 10-30 минут. Это обязательное условие. Еще лучше, если на всю спину. Смазывание нашатырным спиртом, но только той точки, где болит больше всего. Именно нашатырным, не прогревая. А место, где болит, не греть. Далее, никаких босых ног. Нельзя ни в коем случае, если болит копчик, ходить босиком. Использование препаратов противовоспалительного характера. Какие это противовоспалительные? Ну, я не знаю, диклофенак, Мавалис, не гормональных, каких-либо. Блокада, можно ставить блокаду гормональными препаратами, там, но пусть это делает врач. Далее, применение гиалуроновой кислоты. Смазывание, натирание гиалуроновой кислоты. Применение коллагена, хондроитина, глюкозаминной гиалуроновой кислоты по 2 таблетки 2 раза в день. Также очень хорошо для поджелудочной железы применять панкресорб, тантал, и для желчных протоков лунглин. Панкресорб, тантал и лунглин по 1-2 таблетки 2 раза в день. Полечив поджелудочную железу, ну или хотя бы попринимайте обычные ферменты, там, крион, панкреазу. И попринимайте их с каждым приемом пищи. Это способствует уменьшению воспаления седалищного нерва. А еще нельзя сидеть на коже. Также не носите кожаную одежду, не сидите на кожаной мебели. Старайтесь приседания. Легкие приседания. Гуляние. Снижение в ночное время кислотности желудка. Принимайте валерьянку на ночь. Это тоже снизит боль в ишаасе вашем. Валентина Замулька. Добрий день, багато років, маю герпес на сідницях. Підскажіть, будь ласка, як можна що полегшити? Смотрите, там, где болит, смазывайте гиалуроновой кислотой. У меня есть гиалуроновый флюид, купите и смазывайте. Буквально 3-4 дня герпеса не будет. Второе, для того, чтобы он больше никогда у вас не появился, принимайте 2 препарата моей компании. Один называется Германий, а второй ГВИ. ГВИ по 2 таблетки 3 раза в день, Германии по 1 чайной ложке на стакан воды можно 1 раз в день.
Я говорю это серьезно, потом мне скажете спасибо. Олена. Доброго дня, Андрій Андрійович. Доброго. Прошу вас подивитись, чи зможу я ще народити дітей. Показую, що зможете. Евгения. Андрей Андреевич, какие витамины советуете пропить перед началом учебного года? Спасибо. Кальций в обязательном порядке. Ваши дети, они за лето вырастают. Если не дать кальций ребенку, что у него начинается? Апатия, падение настроения, отсутствие сил. У них костная структура забрала весь кальций. Их сердце не может сокращаться, они ночью просыпаются, у них возбужденность. Кальций необходим. У нас кальция в нашем организме приблизительно до 25-30% от общего веса. Представляете, сколько в нас кальция? А у детей метаболизм кальция, да и у взрослых, кальций является и нейромедиатором, и для паращитовидной железы, и является электролитом крови. За счет кальция происходит сокращение сердца. Кальция недостаточно, сердце недосокращается. В большинстве своем развитие пролапсов связано с тем, что очень активный рост, и это не дает возможности сердцу до конца сокращаться, и появляется потом заболевание и так далее. И для детей недостаточность кальция в свое время являлась такой серьезной проблемой в Советском Союзе. И такие витамины, как аскорбиновая кислота, ревит давали, и препараты кальция были прям обязательны. Обязательные. Почему? Мы, к сожалению, проживаем на территории Украины, и у нас на нашей территории очень малое количество кальция находится в продуктах. У нас есть кремний, а кальция нет. Мы не употребляем кальция, у нас нет такой активной популярности, как в Турции, применения йогуртов там каждое утро. У нас не очень много детей едят творога. Есть такие продукты, которые очень убирают кальций или активно могут выводить. Это там, допустим, Кока-Кола, в ней ортофосфорная кислота, она выводит кальций. Очень жирные продукты, там жиры могут быть там в кетчупе, в майонезе. В майонезе, в кетчупе нет. На кальций могут влиять еще эти комбожиры. То есть сейчас есть, говорится о том, что если очень долго жарить на одном и том же масле, если использовать пальморозовое масло, если использовать вот эти масла, которые привозятся, маргарины, а мы все это используем, понимаете, и это все сейчас, и рафинированный сахар, это все ускоряет выведение кальция. А дети, они же очень быстро растут, понимаете, и у них получается сейчас дефицит кальция. А дефицит кальция — это утром ребенок не может подняться, у него нет сил, он вялый, не может ничего запомнить и так далее. Кальций участвует в передаче нервных импульсов, является как раз, можно назвать прекурсором L-триптофана, очень влияет на активность кровеносной системы в nucleus accumbens, это темное ядро прозрачной перегородки мозга. Есть исследования, которые говорят, что при полиомиелите развивающемся у ребенка очень частые депрессии, бессонница. При введении дополнительного кальция у ребенка исчезают эти симптомы, ребенок начинает чувствовать себя лучше. Кальций прежде всего. Но кальций заставить ребенка выпить ведь сложно, а зря. Дело в том, что кальций создан мной и продается в моей компании сейчас в виде жидкого кальция. 1 чайная ложка 1 раз в день с малиновым вкусом, дети с удовольствием пьют. Мои сейчас приедут, будут перед школой пить кальций. И второй препарат — магний. Обязательно магний успокоит нервную систему, их сосредоточит. Ну и третий препарат — это комплекс минеральных соединений и витаминов, который называется в моей компании Супра. Супра. Применяйте Супру, маленькие таблетки, их можно разжевывать по 1 таблетке 2 раза в день или даже 3 раза в день. Хочу напомнить, что у меня в компании есть препарат, который называется таблеточки Лизам. Если у вас там заложило носоглотку, если у вас гайморит или у ребенка гайморит, да даже если плохой запах изо рта, используйте мои таблетки, жевательные таблетки Лизам. В них находится лизоцим, это мурамидаза, она очень активно участвует в подавлении злокачественных вирусов, там, каких-либо там, любых абсолютно коков, там, стрептококки, стафилококки.
микозов. Прямо очень рекомендую. Когда начал давать, сейчас, когда школа начнется, то мои дети будут принимать и супру сейчас перед школой, и кальций, и магний. Сейчас с отдыха приедут вот через несколько дней, и я начну это все им давать. Как отец 5 детей могу сказать, что применение препаратов супра на протяжении года, применение препаратов лизам на протяжении года сделало детей успешными и гораздо более, наверное, дисциплинированными и гораздо более, наверное, успешными в получении знаний, да и внешне тоже. То есть я могу сказать, что и первый, и второй, и третий, и четвертый ребенок перегоняют своих сверстников как в росте, так и в изучении информации или получении информации. Дисциплинированные, много сил, они активные, понимаете, не устающие. При этом еще и стабильные, то есть вовремя спать, рано встают, нет слез и так далее. То есть это же очень удобно, потому что дети, которые все получают, как бы их организм ни в чем не нуждается, то у этих детей все хорошо и с психикой, и со сном, и там, со всем остальным. Это обязательное условие. Нужно смотреть за этим, потому что это наше будущее. А вот разгоняющие психику препараты не нужно. Ни мнемонормы никакие, ничего этого не нужно. Просто витаминами поддержать. Абино Совицкий. Здравствуйте, как вы думаете, дом получится достроить в скором будущем? Не получится. Александр. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте, сейчас. Ой, сказал Александру, я аж задергался живот у меня. Так, запереживал Александр. Ну, не обижайтесь. Я ж не спрашивайте дальше. Татьяна Крамаренко. Здравствуйте, очень нравится вас смотреть, все записываю буквально. Сколько мудрости и много даете знаний, восхищаюсь. Спасибо. Мария Шкуляк. Уважаемые ребята, посмотрите, сейчас у нас проходит акция. Она сделана специально для того, чтобы у вас получилось приобрести препараты. Обязательно переходите, обращайтесь к операторам. Они помогут вам выбрать правильные препараты и помогут вам чувствовать себя хорошо. У моєї внучки, якій 10 років, дергаються повіки, м'язи обличчя. П'є заспокійливі капельки, що можна зробити? Сегодня я, помните, говорил о нигростриальном пути дофаминовых мостов. Нигростриальный. Так вот, он как раз и связан с перевозбуждением, которое действует на нервные ткани. И появляются вот эти дергания. Они называются дистонические или фокальные. Но они имеют разную форму. И влиять на... Что это такое? Адреналин попадает в щель. После этого возбуждение происходит неконтрольное в нигростриальном мосте. И это нужно убирать. Каким образом? 2 путями. Первый путь, вы должны знать, что чем сильнее повышается кислотность ее желудка, тем больше она будет дергаться. Раз. Поэтому что повышает? Любые продукты с очень ярко выраженным вкусом. То есть это могут быть чипсы, там газированная вода, то есть там, где очень сильный вкус, особенно синтетические, конфеты. Второе, это любые гормональные всплески, особенно если это эстрогены. То есть это любая информация, которая связана с чем. Но ей 10 лет, она еще маленькая, не думаю, что с этим... Хотя, может, сейчас активность у нее половая, она может вот это все создавать. Но давайте ей не будем сейчас снижать половую активность, пусть ребенок растет. И что, по моему мнению, необходимо делать? Ну и влиять прямо напрямую на нигростриальный путь. Чем? Это есть препарат такой, называется гамма-аминомасляная кислота. И L-триптофан, это второй такой продукт. Необходимо давать L-триптофан по 1 таблетке 2 раза в день. И гамма-аминомасляную кислоту по 1 таблетке тоже 2 раза в день. И еще, это не все. И еще
Помните, я говорил настойка валерьяны? Давайте перед сном ей по 10-30 капель на ложечку водички. Это безопасно совершенно. И хорошо было бы ей еще чай, который называется Диторекс. И еще очень хорошо, такие есть у меня, такой препарат называется ЛЛС. В нем находится литий. И литий тоже применяют при лечении как раз вот таких дерганий. А капельки успокаивающие, скорее всего, не помогут. Ну и тоже убирайте крахмалы по возможности максимально. То есть ни вареной картошки, ни жареной картошки, ни чипсов. Белый хлеб убирайте, какие-то конфеты с ярко выраженными вкусами. Побольше яблок, сухофруктов, побольше изюма, там где есть калий. Вот калий ее спасает, крахмал ее ухудшает ее общее состояние. Светлана, здравствуйте, наш золотой Андрей Андреевич, здравствуйте. Сын Владимир 92-го года отказался пить респирон. Ой-ой-ой. Как его упросить, чем может есть у вас заменить? Нет, респирон не сможем ничем заменить. Нет. Вам необходимо обратиться к врачу-психиатру. Сейчас есть препараты в виде инъекций. То есть препарат респирон можно заменить таким отдаленным аналогом, ну, как бы я так думаю, который можно ввести ему там, в мышечную ткань один раз. То есть есть такие препараты, которые можно вводить один раз в месяц или один раз в 2 недели. Но а так, то, что он отказался, это не сильно хорошо, потому что это как раз синдром болезни или синдром обострения. Обычно синдромы обострения, они как раз переходят или начинаются вот как раз вот в этих числах, это 20 августа, и будут длиться аж до первых чисел ноября. И нужно обязательно обратиться. Можно ли чем-либо помочь? Не знаю, напишите мне в Telegram, возможно, что-то будем думать. Екатерина Лугинченко. Екатерина Лугинченко, болею рассеянным склерозом. Проходила лечение банками, очень болезненный процесс, но эффекта нет. Проходить ли мне 2-й курс? Не знаю. Я не знаю, что такое лечение банками. Уверен, что банки, скорее всего, не смогут вам улучшить состояние при демиелинизации. Дело в том, что демиелинизация — это процесс, в ходе которого нервные окончания теряют свою миелиновую оболочку. В этот момент происходит такой нонсенс. Наши иммунные клетки, они начинают воспринимать наш мозг как что-то чужеродное. И начинаются процессы воспаления, что может привести к восстановлению вот таких процессов и с чего необходимо начинать. По моему мнению, процесс восстановления он должен начинаться с витамина В1, никотиновой кислоты, с препаратов, которые могут восстанавливать миелин. Препараты, которые могут восстанавливать миелин, это лизоцим. Лизоцима находится до 7% в ликоре мозга. То есть, если лизоцима не хватает, демиелинизация происходит. Поэтому применение лизоцима в виде питья, в виде препарата лизоцим экстра по 2 таблетки 3 раза в день, это очень важно. Если улучшение, если у человека нет органических поражений сосудов, как окклюзия, там, если у человека нет хронического заболевания, то есть это произошло на фоне там, кислородного голодания, на фоне там, травмы или на фоне вирусного заболевания, и развилась сейчас демиелинизация, то путь восстановления возможен, по моему мнению. Почему я так утверждаю? Были примеры. Применение лизоцима долгое время, далее применение препаратов золота, такие как применение препаратов золота в моей компании это Аурум, ингаляции с ванадием и кобальтом, то есть по 1 чайной ложке ванадий и кобальт человек делает ингаляции или дышит. Можно даже применение стволовых клеток в виде ингаляции, это тоже очень эффективно. Применение бетулина и бетулиновой кислоты по 1 таблетке 2 раза в день. Но лизоцим прямо на 1-е место. Прям лизоцим на 1-е место. Прям улучшение заметное. Опять-таки, все зависит от того, насколько долго человек болеет,
когда произошло появление болезни, насколько сейчас есть развитие болезни. А так банки нет. Вы должны просто знать, на сегодняшний день лечения и с гарантией стопроцентного излечения данного заболевания Василь Чорний. Андрій Андрійович, вам дуже гарно виходить українською мовою розмовляти набагато милозвучніше. Я з вами згоден, але ось я записав відео, і це відео записав на українській мові. Після цього я його опублікував. Воно було дуже гарне, на дуже популярному каналі. І завжди мої відео набирали по 200-300 тисяч. А це відео, яке було українськомовне, воно набрало 70 тисяч. Скажіть, будь ласка, на якій мові мені розмовляти? Для 200 тисяч чи для 70 тисяч? Просто взагалі потрібно десь робити ще один канал і виходити з трансляціями на українській мові. Я, мабуть, так надалі і буду робити. Але зараз, мабуть, я ще не маю часу на це, бо дуже багато працюю, прям дуже-дуже багато. І дуже багато всього роблю. Ну, але там, як там буде, будемо бачити. Слава Україні! Віра Кіріндясу. Доброго вечора, шановний Андрій Андрійович, дякуємо за доброту. Дякую і вам. Наталья Мило. У сына 30 лет, в одной ноге странное ощущение 2 недель. Как бы бегают мурашки, как будто нога затекла. Иногда, когда он двигается, ощущение исчезает, иногда нет. Беспокоимся, чтобы не склероз. Нет, это не склероз, это скорее всего связано с нервными тканями. Что можно сделать? Вот лежание на аппликаторе Кузнецова, возьмите скалку обычную деревянную и каждый вечер ему поясницу вот так массажируйте. Поясницу и ягодицы, можно и бедра, вот такой скалкой. Не тяжело, чтобы не было травм, просто ежедневно это делать, особенно пояснично-крестцовый отдел. Ірина Лозова. Доброго дня. Перший раз з вами бачу багато чудових відгуків. Дякую. У мене запитання, як справитись з постійною напругою та тривогою. Постійна напруга і тривога може бути як хворобою, так і синдромом. І якщо це вас турбує дуже, нема сил і там панічні атаки, то це хвороба. Її потрібно лікувати у лікаря-психіатра. А якщо це у вас так інколи появляється, потім зникає, то можна не лікуватися у лікаря-психіатра. Якщо це так собі, то можна поприймати мої препарати. Це Пастовіт, Серонтал, і Дітарекс, і ЛЛС. А на ніч, щоб був сон кріпшим, потрібно приймати мій препарат мелатонін. Мелатонін – 1 пігулка на ніч, препарати Серонтал, Пастовіт і Дітарекс по 2-3 рази на добу. Яна Білоусу. Доброго вечора, Андрій Андрійович. Дуже вдячний за вашу працю для нас, для людства. Зустріла чоловіка своєї мрії, але він не вільний. Петрусь Григорій, чи будемо разом, чи вийду заміж за нього? Мілая Діана, ви бачили, як сьогодні називається цей вебінар? Я хочу вам зачитати його назву. «Путь к здоров'ю з Андрієм Дуйко. Вопроси-ответи. Вебінар 13 августа». Я хочу вас спитати, де тут здоровье? Нет, скорее всего. Наталья Мила. У меня слабые почки, тошнит, сплю по 18 часов. Есть какой-нибудь действенный препарат? Спасибо за сосет. Спасибо за сосет, я понял. Спасибо за ответ. Да, вы же это имели в виду. Заранее спасибо. Да, в случае, если у человека есть проблема почек, то у человека может формироваться вот такие состояния. Но пилонефрит тем более. Но с чего необходимо начинать? Есть разные формы заболеваний почек. И есть почки больные. Это не так страшно, как органы мишени, которые очень страдают на фоне больных почек.
То есть пиелонефрит, нефроз, заболевания, там, любые заболевания, которые связаны с фильтрацией, заболевания, которые могут приводить к повышению артериального давления. Почечная недостаточность может вызвать в дальнейшем такой, наверное, геморрагический инсульт, инфаркт. Также это все очень небезопасно. И вот так, Андрей Андреевич, если препарат действенный, но нет, действенный это диализ. И для того, чтобы поставить себе такой диагноз, то, что вы спите долго и вас тошнит, не обязательно больные почки. В случае, если у вас есть вот такое состояние, оно может быть не обязательно проблемой почек. Это может быть там депрессия, это может быть, ну, что хочешь вообще. Это может быть там заболевание легких, может происходить бессимптомно на фоне там пневмонии. Ну, что угодно. Поэтому нет, давайте лечить почки не так. Давайте сдавать общий анализ крови и после этого смотреть гематокрит, после этого смотреть реактивный белок, ну вообще смотреть. Анализ мочи, анализ мочи, анализ почек, смотреть оксалаты, смотреть УЗИ, провести МРТ-исследование, провести общий. Если есть диагноз, скажите. А так меня тошнит, у меня почки, это не диагноз, к сожалению. Хотя, да, человека может тошнить на фоне мочекаменной болезни. Опять-таки, мочекаменная болезнь, она тоже лечится, ее тоже нужно лечить. Старший сын не любит, ничем не смогу помочь. Я не знаю, чем вы болеете. А так, почки, если что-нибудь, нет, скорее всего, я так не смогу вам помочь. Наталья Мила, сын не любит учиться. Правильно делает, все не любят учиться. Очень трудно с ним, беспокоюсь за его будущее, ничего не интересует. Открываю вам тайну успешных людей. Все люди, которые учились плохо, стали кем-либо. А те, которые хорошо учились, никем не стали. Я говорю это серьезно. Дело в том, что есть такая особенность у человека. Он учится, если он мотивирован. Если не мотивирован, не учится. Но мотивация, появившаяся с годами, может помочь человеку очень состояться. Поэтому не заморачивайтесь. Не бывает отличников и очень там состоявшихся, богатых. Все абсолютно политики, все абсолютно люди сцены, все абсолютно, кого вы видите, знаменитых людей, которые стали прямо гигантами там, мыслей и всего остального, они все учились очень средне и ниже среднего. Все, кто учился очень хорошо и очень-очень хорошо, их единицы. Обычно это люди, которые в том социуме, в котором мы проживаем, не могут заниматься наукой, потому что это невыгодно, пробуют себя где-либо, никак не могут состояться, на этом все заканчивается. Есть такие, которые могут состояться, потому что там были родители, и их там помогли им. Есть гении, которые там гении в юриспруденции или гении там в технических науках и так далее. А сейчас не морочьте голову ни себе, ни ребенку. Самое важное сделать из человека хорошего человека. Сделать его добрым, сделать его любящим, понимать, что ответственность это мама, что можно для семьи жить. Помогите ему обрести специальность такая, которая применима, применима уже сегодня. Ведь самая основная проблема детей не в том, что они плохо учатся, а в том, что школа, она, как говорил Макаренко в свое время, должна подготовить человека к тому, чтобы он запросто мог жить в социуме. А если ребенок, закончив школу, не может жить в социуме, а что значит жить в социуме? Школу закончил и знаешь, и где заработать, и как сдать налоговую декларацию, и каким образом ты можешь себя применить. Школа не дает этого. А зря, потому что Макаренко говорил о том, что школа должна это делать. А тогда это ложится на плечи уже родителей. Второе, а институт или техникум аналогично. После техникума или после института, институт и техникум, они должны, ну вот наверняка дать человеку возможности быть, состояться в этом обществе. То есть институт и образование, оно по идее должно подготовить и сделать все для того, чтобы открыть человеку дорогу для дальнейшего своего высокоэффективного применения. В
В случае, если ребенок закончил институт, и он выходит и говорит, я не знаю, как зарабатывать деньги, то это, этот институт, который нужно запретить, потому что после института ребенок должен на 100% быть адаптирован в проживании в социуме и, по идее, с хорошим образованием иметь возможность себя на 100% реализовать в отрасли, которую его обучали. А сейчас там дети школу заканчивают, они ничего не умеют. Институты заканчивают, выходят и ничего не умеют. Переучиваются, обучаются в интернете, что-то ищут. Так а смысл такого образования тогда? Что оно дает? Бумажечку, которую никто не смотрит. На меня сейчас работает там человек, и вот сейчас вот я разговариваю, я ему плачу сумасшедшие деньги. И у меня сейчас стал вопрос такой, надо же, он так много всего умеет делать и так хорошо это делает, но я у него так и не спросил образования. Может быть, его у него и нет? А я вам больше скажу, наверняка, на 100% у него нет образования. Почему? Потому что я как делопроизводственник понимаю, что мне лучше взять человека, который умеет делать, а не трындеть, и который принесет мне деньги, чем того, у кого лучшее образование, и который проучился за родительские деньги, который делать ничего не умеет. Поэтому не заморачивайтесь. Дайте ребенку волю, свободу, учится, не учится, ну что ж. Посмотрите, что ему нравится больше всего. Может, там, пусть посмотрит, там, устройте его в школу там, поваров или там, расскажите, возможно, там, его заинтересует информация, связанная там, с программированием, ну, медициной. У меня так было с сыном Славой, я ему постоянно говорил о медицине, о том, потом говорю, ты смотрел фильм про доктора Хауса, потом еще что-то с медициной, потом еще что-то с медициной и все. И ребенок за 2 года просмотрел все фильмы по медицине и сейчас 100% решил, что он будет медицинским работником. И говорит мне, но я хочу с самых низов, иди в училище. Пройдешь путь своего отца. Я тоже начинал с училища. Прошел училище. А кем я стану после училища? Будет у тебя медицинская справа и будет написано палатная медсестра. Он говорит, ну я не могу быть палатной медсестрой. Так это начало. Сначала ты знаешь, как ухаживать за больным. После этого поступишь в институт. После этого будешь знать, с чего это все начинается и что это такое. Поддерживаю ли я его? Несомненно. Пусть обучается. Медицина очень интересна. Кто-то же должен быть медиком. Пан Андрій, в моїй дочки 21 серпня відбудеться операція по видаленню 8-го зуба. Як вона прийде, чи потрібно цей зуб видаляти? Дуже потрібно і все буде супер-супер. Не потрібно хвилюватись. Инна Ефременко. Подскажите, можно убрать кисты в печени без операции? Можно попробовать провести метод такой, который называется дюбаж, но на свой страх и риск. Я не советую и не гарантирую устранение кист, но в моей практике были люди, у которых были кисты, это я, и прям до операции. И что я сделал? Я провел дюбаж. Я делал так, день ничего не ел, потом грейпфрутовый сок смешал там с оливковым маслом, выпил, и через час выпил магнезию, стакан, а потом через час выпил еще стакан магнезии и лег на правый бок. И вот ночью где-то до 2-3 часов повыходили все камни, повыходила какая-то минеральная структура, какие-то прозрачные иголочки, там все из меня повыходило. И потом где-то спустя на следующий день я пропил, там были какие-то советы, то есть вегетарианская пища, кашки какие-то, и так вот в мягкой форме. И потом где-то через, наверное, 2 недели я пришел, и мне сделали еще раз УЗИ, и врач говорит, нет, операцию вам делать не нужно, я кист не увидел. Опять-таки хочу сказать, что это, скорее всего, исключение из правил, чем правило. Но такое было у меня и у некоторых людей, которым я в свое время это советовал. Где найти описание этого всего? В интернете это есть.
Попробовать можно, если нет закрытого желчного пузыря. Опять-таки, какие есть препараты, которые могут кисты убрать? Кистообразование и любые новообразования, они же связаны с делением тканей. Деление тканей, они могут быть жировые деления тканей, или это фиброзно-кистозное деление тканей, либо это там некротизирующая ткань на фоне там какого-либо заболевания. Какого заболевания? Герпевирусное заболевание, там цитомегаловирус, Эпштейна-Барра. Это может быть на фоне там сахарного диабета второго типа, и деление происходит уже жировой ткани, которая вот образует кисты. Это может быть у вас аортальный какой-нибудь вокруг аорты, там лимфокиста такая вот образовавшаяся на фоне артериального склероза, формирующегося в печени, на фоне гепатита и так далее. То есть здесь очень важно анамнез, то есть чем вы там болеете и что с вами вообще происходит. А вот если от кисты, ну нет, так не бывает. Мы сложная система, организм вообще сложный. То есть должны быть, наверное, какие-то причины, которые сформировали кисту. Так просто это не появляется. Можно попробовать попринимать препараты для печени. Это гепофит, бетулин, тантал, бетулиновая кислота. Скорее всего, эффект будет. В Тибете говорили, что если узлы на печени, то прикладывать салфетку соленую к правой части. Внука велика вага на дієті, малокалорійний, худний, але перейшовши на звичайну їжу, вага різко вгору йде, апетитно обузданий, як можна схуднути та втримати вагу за допомогою БАДів чи езотерики. За езотерику нужно дуже багато платити. А БАДов, это мои препараты, можно перейти вот в компанию и приобрести препараты, за счет которых человек будет худеть. Какие это препараты? Прежде всего, это препарат, который называется, ну опять-таки, ожирение может происходить на фоне высоких эстрогенов. То есть у мальчика могут быть высокие эстрогены, и из-за этого у него происходит быстрый набор веса. На фоне сахарного диабета второго типа, из-за нарушения функции островка Лангерганса. На фоне стресс заедает, то есть это уже психиатрические такие, или можно назвать их психологические невротические заболевания. И это все в комплексе нужно учитывать. Также это может быть на фоне неправильного усвоения йода. Вот я, когда давал своему ребенку, который был полный, который пошел в рост, я ему давал следующие препараты. Я ему давал жир-стресс, ультрафигура, дальше пикалинат хрома, дальше йод, такой есть у меня препарат, называется калио-юдид. И все. L-карнитин. L-карнитин. И вот на фоне этих 5 препаратов по одной таблетке утром, одной таблетке вечером ребенок смог похудеть. Сейчас ребенок стройный, высокий, крупный, красивый, все как полагается. А еще я ему давал индол-3-бикарбинол. Это препарат по снижению эстрадиола, эстрогенов. Что это за эстрогены? Эстрогены — это женские гормоны, которые могут быть как у мужчины, так и у женщины. У мужчин может стимулироваться за счет употребления сметаны и за счет употребления белого хлеба, так как дрожжи в белом хлебе могут стимулировать. Также эти глютаматы натрия могут стимулировать появление эстрогенов. И у мужчины такой женский тип ожирения потом начинается, то есть висят, острая грудь становится, большая попа и так далее. Тестостерона не хватает, а эстрогены повышаются. Поэтому тестостерон давать мы не будем, потому что должен сам сформировать аппарат его яичек и надпочечников, выделения и формирования тестостерона. А вот убрать мешающие эстрогены можно вот этим препаратом индол-3-бикарбинол. По одной таблетке 1 раз в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как помочь ребенку 9 лет, атопический дерматит? Смазывайте гиалуроновым флюидом, а также давайте внутрь ребенку такой препарат у меня есть, ПРЗ, 1 таблетка. Также найдите мазь АСД
и тоже смазывать. Или моим бальзамом изотон можно еще. Изотон даже лучше. Изотоновым бальзамом смазывайте и гиалуроновой кислотой. Внутрь давайте гиалуроновую кислоту. Тоже пусть принимает. Надежда Гугоша. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за акции, которые вы проводите. Наш девиз «Дуйко жить легко». Спасибо, очень приятно. Зоя Смеюха. Андрей Андреевич, помогите встать, восстановить ноги. Может, можете посмотреть изначально правильное лечение? Нет. Очень бы хотел, не могу. Нет ни фотографий, ничего. Так очень много людей, сейчас вас не выкопаю. Марія Сукуляк. Вже довгий час маю проблеми з шлунком, п'ю бальзам Молотова, пробіотики, вітамін Б, та мало що допомагає. Що може допомогти? Смотрите, для того, чтобы понять, чем вы болеете, нужно знать, у вас более к диарее склонен желудок или более к запорам. И я вам обещаю, если вы ко мне обратитесь, то я даю вам гарантию 80%, что на протяжении 1-2 месяцев я вот эту проблему у вас устраню. Я знаю, как это лечить. Татьяна Медведева. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Внучке 6 лет сказали отщипнуть гланды и удалить уже 2-й раз аденоиды. Скажите, а делать операцию и попробовать другие методы? В любом случае удалите ей гланды. В любом случае без шансов вообще, к сожалению. В ее случае невозможно это сделать. У нее открыт пищевод, из-за этого происходит постоянно проникновение бактерий из ЖКТ, и постоянно это инфицирует ей носоглотку и все пазухи. Все в очень печальном состоянии, 100% нужно удалять. Потому что это в действительности сейчас драматично для нее. Лучше убирать. Не переживайте, ничего плохого не будет с этим. Иначе она будет всю жизнь мучиться. Никотиновая кислота у меня в капсулах. 1 капсулу на ночь, да. По времени сколько? 3 месяца хотя бы. У моей беременной племянницы не имеют руки, воспалился геморрой. Рожать будет в Польше 3-й ребенок, кесарево. Как все пройдет? Супер пройдет. Чем убрать геморрой? У меня есть мазь такая, называется Нодикс. Она уберет геморрой у беременной женщины. Любимые мои друзья, обязательно переходите на мой сайт, приобретайте 15% скидки, мои препараты с 15% скидкой. Вы должны понимать, что я ответить на все вопросы не могу, потому что я уже 1 час и 20 минут отвечаю на них. Но я с удовольствием на них отвечу, если вы их отправите или напишите в комментариях под данным видео. Когда видео закончится, напишите комментарий, но это не все. Напишите комментарий таким образом, чтобы с вами можно было как-то связаться. Потому что вы пишете комментарий, я под ним отвечаю, и вы его не смотрите потом. Найти не можете, потому что очень много комментариев. И это большая проблема. Давайте мы сделаем так. У вас есть какой-либо вопрос, вы пишите в комментарии, там, пожалуйста, напишите мне, и дальше либо номер телефона, либо ваш телеграм-канал, телеграм никнейм, либо вайбер, либо еще что-то. Сразу же хочу сказать, что жители РФ и жители Белоруссии мной не обслуживаются. У нас нет возможности ни отправлять, ни коммуницировать, ничего. Мы находимся сейчас в войне с этими странами, и поэтому этого не будет. Поэтому не заморачивайтесь. Только вот такие вопросы во время проведения этих семинаров. Всем остальным рад. В любой стране у нас есть отправка, и есть коммуникация, и есть возможности. С удовольствием, несмотря ни на что, я помогу каждому. Просто дайте возможность. И либо я сам, либо мои операторы сразу же с вами созвонятся сегодня или завтра. Если необходима моя консультация персонально, я обязательно посмотрю, если это касается вашего здоровья. Здоровым быть легко, поможет вам Андрей Дуйко. Обязательно перейдите и получите минус 15% к сегодняшнему вебинару и к сегодняшней акции. Будьте здоровы, большое спасибо, до свидания. А у вас есть, наверное, что сказать. Очень рекомендую написать в комментарии, какой препарат и от чего вам помог.
Также в случае, если у вас есть своя удивительная история, то можете ее очень коротко выложить. Там, мне там то-то, то-то делало, помогло то-то, то-то. Буду вам очень признателен.